Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу связать с вами улитку Гэри. Это из мультфильма «Губка Боб. Квадратные штаны». Это питомец, любимый питомец губки Боба. Вот так вот выглядит эта улитка. В ширину она, вот в ширину 8 сантиметров, а в высоту 6. Это ярмарочный вариант. Это можно отнести и к брелочку, и к небольшой маленькой игрушке. У меня они будут в качестве брелочка. Я просто еще не успела карабинчики повесить. Вот такие вот улиточки. Вяжутся они очень легко и быстро. Нужно вязать 2 детали и потом верхний домик пришиваем. Если вам понравились такие улиточки, вот, то приглашаю на свой мастер-класс. Приятного просмотра! Итак, какая пряжа понадобится? Значит, у меня это сборник. А вот у меня есть и производитель, и Dolce, и Himalaya Dolphin Baby, и Визель Baby Smile. Вот, то есть у меня сборник, но вся эта пряжа на 100 грамм 120 метров. Нам понадобится розовая пряжа для домика, вот такая вот салатовая пряжа, светло-зеленая пряжа. Дальше бирюзовая, темно-синяя и немного красного. Дальше понадобятся ножницы, маркер, крючок у меня 4,5. И также понадобятся глазки. Глазки у меня 8 миллиметров. Глазки у меня 8 миллиметров, они идут с коричневым цветом. Обычные черные глазки и вот небольшой вот цвет вокруг. 8 миллиметров. Давайте начнем. Итак, сначала давайте свяжем домик. Я взяла розовую пряжу и начинаю набирать 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязала я первый ряд. Теперь второй ряд. Провязываю в первый столбик прибавку. Хвостик вяжу вместе с деталью. Провязав первый столб, вернее первую прибавку, я ставлю маркер в первый столбик. Дальше не довязываю последнюю петельку, а уже присоединяю синюю и начинаю вязать в следующий столбик шишечку, которая состоит из 2 столбиков с накидом. 1 и 2. Провязываю все вместе. Воздушную петельку я уже меняю ниточку на розовую. Подтягиваю все. Вот так. Дальше в следующую провязываю прибавку. В следующую петельку уже. Первая прибавочка, вернее уже следующая прибавочка, и в следующую петельку еще одна прибавка. Не до конца довязываю и вяжу следующую шишечку. Заканчиваю уже синей, делаю накид и в следующую петельку вяжу опять шишечку, которая состоит из 2 столбиков с накидом. Вяжу вместе и воздушная петелька уже розовой. И в последнюю петлю
последнюю петельку я провязываю прибавку. Вот так второй ряд у нас провязан. Во втором ряду у нас получается 10 столбиков. По 2 прибавочки между шишечками. И вот петельки там, где шишечки мы с вами вязали. Третий ряд. Снимаю маркер. Провязываю столбик без накида. Ставлю маркер в начало ряда. Дальше прибавка. 2 столбика без накида. Так нам нужно провязать до конца ряда. Всего 5 повторений. И должно получиться в конце 15 столбиков. Теперь за воздушную петельку на шишечке столбик без накида. В следующую прибавка. Это уже будет второе повторение. Столбик без накида. Прибавка. Это будет третье повторение. Столбик без накида, прибавка, воздушную петельку на шишечке, прибавку. Это будет четвертое повторение. И столбик без накида, прибавка в конце, пятое повторение. В конце ряда у нас должно получиться, в конце ряда 15 столбиков. Четвертый ряд. Снимаю маркер. Провязываю столбик без накида, ставлю маркер в первый столбик. Дальше следующую столбик без накида, не до конца. Я довязываю, меняю ниточку на синюю и заканчиваю уже синей ниточкой. Теперь в следующий столбик я провязываю шишечку, которая состоит из 2 столбиков с накидом. Провязываю вместе, меняю и делаю воздушную петлю уже розовой пряжей. Дальше я провязываю 1 столбик без накида, 2 и 3 не до конца. Опять меняю на синюю и опять вяжу в следующий столбик шишечку, которая состоит из 2 столбиков с накидом. Вяжу вместе, опять воздушную я делаю розовой. Дальше провязываю 1, 2, вторую не довязываю, опять меняю на синюю и вяжу шишечку в следующий столбик, в следующую петельку шишечку, все вместе петельки и воздушная уже розовой. Дальше провязываю 1, 2, третью не до конца довязываю, третий столбик, меняю на синюю и провязываю в следующую петельку шишечку, которая состоит из 2 столбиков с накидом. Провязываю вместе, убираю синюю и провязываю розовой. И в конце столбик без накида. Вот такая у нас получается деталь. Всего 15 столбиков у нас. Если мы вот так вот сложим пополам, вот так наш домик будет выглядеть. 3 синих пятнышка на одной стороне и 3 синих пятнышка на другой стороне домика. Вот так. Теперь я синюю ниточку отрезаю. Она нам больше не понадобится. И теперь провязываю 5, 6, 7 и 8 ряд. Я провязываю 15 столбиков без накида, без прибавок и убавок. То есть 4 ряда. Давайте так провяжем. Итак, 5 ряд. Я снимаю маркер. Провязываю первый столбик и ставлю маркер
Дальше 2. Теперь за воздушную петельку на шишечке 3, 4, 5, 6. Теперь опять за воздушную петельку 7, 8, 9. Опять за воздушную петельку 10, 11, 12, 13. Опять за воздушную петельку 14. Так, что я не то захватила. За воздушную петельку 14 и последняя 15. Вот. И теперь еще 3 ряда я провязываю, 6, 7 и 8 ряд по кругу без прибавок и убавок. Итак, я довязала. Теперь я подлиннее отрезаю, снимаю маркер и фиксирую хвостик. Хвостик я зафиксировала. Вот эта часть будет задняя. Мы вот так вот слаживаем пополам. И вот это будет одна часть, 3 пятнышка на домике, и вторая часть, 3 пятнышка на домике. Все, теперь наполним деталь холофайбером. Итак, я наполнила холофайбером. Вот эта ниточка, которую мы закончили и закрепили, это будет задняя часть домика. Это такой ориентир. Теперь давайте свяжем тело. Итак, начинаем вязать туловище. Я взяла бирюзовую пряжу и набираю 8 цепочку из 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь со второй петелечки во вторую петлю я провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петельку. Я ставлю маркер в первый столбик. Дальше по цепочке я провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. В последнюю петельку я провязываю 4 столбика без накида в одну петлю. 1, 2, 3 и 4. Теперь развернулась на вторую сторону. По второй стороне я провязываю 5 столбиков без накида. 5 столбиков без накида. Хвостик вяжу вместе с деталью. 1, 2, 3, 4 и 5.
И в последний столбик я провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Вот так. Значит, теперь снимаю маркер. Второй ряд. В первом ряду у нас получается 18 столбиков. Второй ряд. Провязываю в первый столбик прибавку и ставлю маркер в первый столбик. Во второй столбик опять прибавку. Дальше 5 столбиков без накида по цепочке. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь провязываю 4 прибавки подряд. Первая прибавка, в следующий столбик вторая прибавка, в следующий столбик третья прибавка и в следующий столбик четвертая прибавка. Дальше вяжу 5 столбиков без накида по цепочке. 2, 3, 4 и 5. Остается 2 петельки и провязываю прибавку, первую прибавку и вторую прибавку в конце. 2 прибавки подряд. Второй ряд провязан. Во втором ряду у нас получается 24 столбика. Третий ряд. Итак, третий ряд я буду вязать за заднюю стеночку петли. Итак, за заднюю стеночку петли я провязываю первую убавку. Буду вязать за полную петельку, так как здесь невозможно по-другому. Вот я вытащила петельку. И теперь в следующую петельку вставляю за заднюю стеночку, вывожу еще одну петельку и теперь 3 петли вместе провязываю. Провязала я первую убавку, маркер ставлю в первый столбик. Провязываю следующую убавку за заднюю стеночку петли. 1 и 2. Теперь за заднюю стеночку петли я провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот бортик остается. Теперь провязываю за заднюю стеночку 4 убавки подряд. Первая убавка, вторая убавка, третья, и четвертая. Дальше провязываю 5 столбиков без накида за заднюю стеночку. 1, 2, 3, 4 и 5. И в конце провязываю 2 убавки за заднюю стеночку. 1 и 2. Вот получился у нас вот такой вот третий ряд. Четвертый ряд. Четвертый ряд мы вяжем, как обычно, за обе стеночки. Теперь в четвертом ряду я делаю 2 убавки подряд. За передние стеночки захватываю
2 столбика и провязываю первую убавку и ставлю маркер в первый столбик. Провязываю следующую убавку. Дальше вяжу 1, 2, 3, 4. Четвертый я не довязываю столбик, будем вязать глазик. Глазик я буду вязать зеленой ниточкой. Глазик я буду вязать зеленой ниточкой, поэтому заканчиваю я уже зеленой ниточкой. И в следующий столбик я вяжу попкорн, который состоит из 5 столбиков с накидом. Это 1, в этот же столбик 2, вяжем 5 столбиков с накидом в одну петлю. Это 4 и 5. Вытягиваю небольшой хвостик, вставляю в первый столбик, захватываю рабочую петельку, подтягиваю и вывожу через первый столбик. Первый глазик провязан, меняю ниточку, делаю воздушную петлю уже другой ниточкой, бирюзовой. Дальше я провязываю столбик без накида, но не довязываю его, а уже довязываю опять зеленой ниточкой. И в следующий столбик, следующий опять провязываю глазик. 5 столбиков с накидом в одну петлю. Это будет 2. Это будет 3, 4 и 5. Вытягиваю небольшой хвостик, одеваю в первый столбик, захватываю рабочую петельку, подтягиваю и вывожу через первую. Теперь воздушную петлю я делаю уже бирюзовой ниточкой. Дальше провязываю 1 столбик без накида, 2 и 3. 3 столбика без накида, 4 и 5. В конце я делаю убавку. За передние стеночки провязала убавку. Вот так. Теперь отрезаю я зеленую ниточку, она нам уже не понадобится. И вот я провязала 4-й ряд. В 4-м ряду у нас получается 15 столбиков. Дальше 5-й ряд. 5-й ряд. В 5-м ряду мы провязываем сначала 2 убавки. Первая убавка. И ставлю маркер в первый столбик. Дальше вторая убавка. Дальше провязываю 7 столбиков без накида. 1, 2, за воздушную петельку на глазике 3, между глазиками столбик 4, за воздушную петельку на втором глазике это будет 5, 6, 7. Провязала 7 столбиков и провязываю еще 2 убавки в конце. 1 убавка и 2 убавка. Немножко вытяну петельку. В 5-м ряду у нас получается 11 столбиков. Теперь нужно набить нам деталь.
Набиваю деталь, чтобы распределить. Я не сильно набиваю, средней плотности такой. Вот набила деталь, и теперь 6-й ряд, он последний. В 6-м ряду я снимаю маркер и провязываю одну убавку. Провязала одну убавку и обрезаю ниточку подлиннее и фиксирую ниточку. В 6-м ряду я как бы заканчиваю его одной убавочкой. И теперь у нас получается 10 петелек по кругу. Я одеваю ниточку. У нас 10 петелек по кругу. И теперь вот так вот я делю пополам, захватывая с одной стороны 5 и со второй стороны 5 петелек. Захватываю я с внутренней части, вот с внутренней части захватываю. Чтобы наши петельки, вернее, наша строчка была внутри. Вот так вот. Где-то я пропустила петельку. И вот так вот прошила. И вовнутрь вставляю иголочку, вывожу в любое место. Здесь убираю все петельки. И вот такая деталь у нас получается. Шов я сшила, ничего не видно, так как он внутренний шов был у нас. И поэтому я путаю ниточки теперь. И вот такая деталь получается. Если вы, как и я, где-то пропустили петельку, то ничего страшного. Мы будем пришивать домик наверх, и видно ничего не будет. Где-то я упустила петельку. Вот я даже вижу здесь вот отверстие. Ну, ничего страшного. Внимательно надо смотреть. Я домиком закрою и пришью здесь туловище, но и видно ничего не будет. Итак, теперь возвращаемся мы к 3-му ряду, там, где мы вязали за заднюю стеночку петли. Вот наш шов, вот который был. Остались передние стеночки. И теперь я за переднюю стеночку я вставляю крючок в 3-м ряду и захватываю зеленую ниточку, делаю одну воздушную. И теперь вяжу в каждую столбик прибавку столбиками без накида. Вот в каждую петельку столбик без прибавку. В каждую петлю 2 столбика без накида. Вот в каждую петельку, не пропуская, вяжу прибавку. Тогда у нас получается волнистая такая у нас получается в такое волнистое кружево. Вот так. И вяжу по кругу
столбиками без накида, в каждую петелечку 2 столбика без накида. Давайте так провяжем до конца. Итак, я связала вот такую вот юбочку. Вот она идет по всему туловищу. Вот так она выглядит. И теперь нам нужно пришить туловище вернее, домик к туловищу. Значит, я приготовила уже иголочку, домик приготовила. Вот, и вот это вот и ниточка там, где заканчивается, я ее вставляю вот на заднюю часть хвостика. И теперь нам нужно пришить домик. Вот, в самый конец я опускаюсь. И теперь нам надо пришить домик к улитке. Равномерно. Вот, захватывая постепенно. Все, давайте так пришьем домик к улитке. Итак, я пришила домик. Теперь нам нужно вывязать вот такой вот контур розовый, красный. Я взяла пряжу красненькую, вставляю. Смотрите, я делаю все вот на угад, скажем так. Смотрю и приблизительно вышиваю так, как мне нужно. То есть вы можете иголочками обозначить, но я просто вот так вот вяжу наугад вокруг пятнышек и затем чтобы было вот такое вот
такое, я не знаю, это украшение или как это оно называется. Теперь я возвращаюсь, уже иголочку ставлю вот между этой ниточкой красной, чтобы сгладить неровности. Вот оно так идет как бы квадратом, а и когда я возвращаюсь, то оно идет, сглаживает и как бы идет вот видите, оно сглаживается и идет вот так вот красивенько. Перехожу уже на вторую сторону. Вот видите, гладенькая. Теперь делаю здесь точно так же. Точно так же. Оно может быть не всегда идеально, не всегда, ну, скажем так, одинаково с двух сторон. Ну, никто ж не будет мерять, рассматривать, как оно будет там. Вот так. И в конце делаю вот. Все потом почистится. И точно. Вот, и теперь иголочка захватываю только под самой ниточкой. Аккуратненько захватываю в каждый стежок. В каждый стежок иголочку просовываю красную ниточку. Все это потом почистится. И тогда вот эти вот неровности, они сглаживаются. И вот, и вставляю, вывожу в любое место. Вот так. Видите? Вывожу теперь. Там, где у нас хвостики, просто завязываю на узелок. Обрезаю лишнее и прячу. Все, красная ниточка очень сильно сыпется, но вот так. Поправляем все. И теперь с одной стороны у нас вышит такой вот узор, и с другой стороны. Видите, они у меня неровные, но в принципе оно, ну, как бы не будут так присматриваться. Все, теперь просто давайте приклеим глазки. Глазки я вставляю симметрично, чтобы было приблизительно посерединке. Вот. Вот так. О. Смотрю, чтобы они были симметричны. Все, давайте приклеим глазки. Итак, связали мы с вами Гэри, вот такую вот улиточку небольшую. Надеюсь, у вас все получилось. Если вам понравился такой мастер-класс, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Впереди еще очень много мастер-классов.
Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.